Не самый очаровательный внешний вид, прочные хитиновые доспехи и множество шиповидных конечностей. Таков облик искусного мастера хищных навыков, которого боятся даже млекопитающие. Острые клыки, действенный яд и молниеносные рефлексы позволяют ему атаковать с невероятной точностью и смертельной эффективностью. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Скалопендра. Скалопендры – одни из древнейших созданий на планете. Они появились задолго до динозавров и на протяжении 400 миллионов лет прочно занимали свою нишу в экосистеме, постоянно адаптируясь к изменяющимся условиям обитания. Сегодня в роду насчитывается порядка 90 видов, однако анатомия и образ жизни этих созданий почти не претерпели изменений. И по сей день это одни из самых эффективных охотников с пугающе богатым арсеналом. Невзирая на обилие глаз, зрение не является сильной стороной, а лишь помогает уловить движение и отличать свет от тьмы. Куда более важное значение отводится хеморецепторам. Эти чувствительные клетки, расположенные на усиках и ногах, сигнализируют о химических следах, выделяемых добычей, поэтому даже вне поля зрения скрыться от охотника вряд ли получится. Особенно с учетом множества конечностей, наделяющих своего хозяина впечатляющей скоростью, мобильностью и способностью перемещаться по сложной местности. Тактильные рецепторы дополняют картину в непосредственной близости и помогают определить, когда жертва находится в зоне досягаемости. Наконец, терморецепторы на подвижных усиках помогают уловить перепады температуры, что используется как для избегания опасностей, так и для охоты на теплокровную добычу. Жертвами скалопендры становятся не только всевозможные насекомые, удержать которых при помощи цепких ног проще простого. В качестве добычи рассматриваются куда более крупные и подвижные животные, и лишить их мобильности помогает действенный яд, который закачивается в жертву через изогнутые полые клыки. Основное назначение коктейля нейротоксинов – полное обездвиживание цели, поэтому зачастую добыча поедается живьем. Особенно эффективен яд против теплокровных животных, а значит, вездесущие грызуны также находятся в смертельной опасности, ведь размеры отдельных видов скалопендры могут превышать 30 сантиметров. Мыши слишком быстры, и преследовать их не лучшая затея, поэтому, забираясь в укромное место, скалопендра устраивает засаду. Стоит лишь беспечному животному оказаться в опасной близости, как охотник мгновенно заключает его в ловушку и впрыскивает яд, который в считанные секунды обездвиживает жертву. Не остаются без внимания и пресмыкающиеся, и лишь своевременное бегство позволяет им избежать печальной участи. Паукам в этом плане везет гораздо меньше. Даже для опасных тарантулов десятки ног и гигантские клыки становятся последним, что они увидят в жизни. В ловушку рискуют попасть и змеи, однако с ними стоит быть аккуратнее. Большинство представителей семейства ужеобразных лишены яда, но число видов настолько велико, что среди дальних родственников ужа есть довольно опасные создания, такие как эта кошачья змея, и именно она привлекла внимание скалопендры. Десятки пар ног надежно фиксируют тело рептилии, а гигантские изогнутые клыки беспрепятственно проникают сквозь плотно прилегающие чешуйки. Несмотря на плачевную ситуацию, змея не собирается сдаваться, и поскольку вырваться из объятий не представляется возможным, ей остается лишь атаковать в ответ. Молниеносный выпад вместе с невероятно острыми зубами и даже прочнейшая броня может дать трещину. На противника таких размеров яд действует молниеносно, и парализованная скалопендра уже не в силах удерживать добычу. Змея медленно покидает поле боя, но победителя в этой схватке не будет, ведь, скорее всего, в ближайшие минуты она также станет жертвой вражеских токсинов. Кроме того, у многоножки могут возникать проблемы, если противник будет закован в еще более прочную броню. Скорпионы и скалопендры не охотятся друг на друга, однако зачастую преследуют одну и ту же добычу. Поэтому встреча бронированных созданий может стать далеко не мирной.
И в этой ситуации оружие Скорпиона становится куда более эффективным. Несмотря на подвижность, многоножке не удается избежать захвата, после чего клешни сдавливаются с такой силой, что даже тяжелая защита теряет свою эффективность. Отдельные рептилии также не брезгуют перекусить многоногим созданием. Застигнутая врасплох жертва не успевает пустить в ход главное оружие, и защищаться становится уже слишком поздно. Однако, если доза яда недостаточно сильна, змею может ждать неприятный сюрприз, ведь известны случаи, когда съеденная заживо скалопендра прогрызала рептилию изнутри и выбиралась наружу. Подальше стоит держаться и от скорпионового хомячка, ведь в суровых условиях пустыни он специализируется на самых опасных и ядовитых созданиях. Болезненные уколы не наносят ему существенного вреда из-за частичной невосприимчивости к яду, поэтому даже серьезный отпор не заставит грызуна отступиться от цели. Но столь свирепое создание скорее исключение из правил, и в целом пообедать скалопендрой находится не так много желающих. К механизмам защиты относятся не только острые клыки, но и зачастую яркая окраска, предупреждающая, что связываться с этим существом – плохая затея. И, наконец, передняя и задняя части скалопендры очень похожи, а значит, противнику не просто определить, где находится голова, что также добавляет шансы на выживание. Чтобы не стать легкой добычей, скалопендра предпочитает выходить на охоту ночью, оставаясь в тени не только для врагов, но и для бдительной добычи. Особую активность в темноте проявляют летучие мыши, а значит, самое время расставить смертоносный капкан. Взбираясь по вертикальной поверхности, скалопендра свешивается со свода пещеры и ждет, пока ничего не подозревающий летун не окажется в опасной близости. Крепкая хватка и инъекция не оставляют добыче шансов, и успешный охотник незамедлительно переходит к трапезе. С течением лет скалопендры успешно приспособились к различным условиям обитания. Их можно встретить как в тропических джунглях, так и в пустынях и даже в подземных пещерах. Как искусные охотники, они играют важную роль в регулировании численности насекомых, рептилий и мелких млекопитающих, что позволяет поддерживать баланс в экосистеме на протяжении миллионов лет. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!